друзья! Сегодняшняя наша тема – это тема здоровья детей. Ну, о чем же мы говорим? О долголетии. Потому что наше долголетие в наших детях. И каждый из нас хочет, чтобы дети тоже подольше пожили здоровыми, красивыми и крепкими. И в сегодняшней нашей непростой, мягко говоря, непростой ситуации, конечно, каждая мама, папа, бабушка, дедушка, все в первую очередь волнуются о своих близких и в первую очередь о самых маленьких. Но, правда, сейчас таким образом эту пандемию развернули, что теперь и о стариках надо беспокоиться, ну и о детях, конечно. И разговоры о том, что дети не болеют, они являются переносчиками этой болезни, сейчас уже немножко упраздняются, потому что когда запустили школы, то в общем-то дети, конечно, болеют. Мы не знаем, и никто особо не знает на сегодняшний день, ковид это или не ковид, но кроме всего прочего еще море всяких вирусов и всякой заразы, которая может цепляться. А к детям она цепляется в первую очередь, потому что они и общаются непосредственно, да, и бегают вместе, и как бы кучкуются вместе и прочее. И разговор сегодня будет о профилактике, потому что в понедельник мы продолжим тему, да, если я правильно понимаю, мы продолжим тему здоровья детей, но уже если вдруг ребенок заболел. Пока профилактика, ну и, наверное, может быть, несколько советов по скорой помощи, что вот быстро-быстро нужно сделать. Но, во всяком случае, мы попросим, у них в рукаве всегда что-то есть. Я вам представляю Татьяну Булгову, партнера компании «Вивасан», менеджера компании, которая занимается очень плотно ароматерапией, в общем, является экспертом в ароматерапии, проводила, во всяком случае, до пандемии, много клубов, и каждый клуб был праздником. Было очень много людей всегда, потому что они готовили очень интересные вещи. То они делали духи, то они придумывали какие-то интересные ароматы, смеси ароматов. Ну, в общем, было здорово. И основную часть на себя возьмет Татьяна Панарина. Это город Липецк, партнер компании уже с многолетним стажем. Дамы работают уже более 15 лет. Правильно говорю? 10. Татьяна 10, а Таня Болгова, наверное, 18. Уже 18. Вот видите, обидела. Одной сказала больше, другой сказала чуть меньше. И Татьяна Панарина у нас абсолютный эксперт и не только по ароматерапии, но и по другим каким-то таким средствам и для профилактики, и для поддержания здоровья, и для лечения. Но, кроме того, обе они мамы, и обе они бабушки. У Татьяны Болговой сколько? 6? 6, и все мальчики. 6, и все 6 мальчиков, да. У Тани Панариной, не знаю сколько, 2, да? 2. 2 пока, я так думаю, что пока. И, естественно, приходилось встречаться при таком количестве внуков, приходилось встречаться со многими проблемами. И поэтому не просто вот какие-то теоретические такие знания, это четко практический взгляд на вещи, четко практическое понимание всего того, о чем они будут говорить. И так я передаю вам слово. Ну, добрый вечер всем, кто нас сегодня слышит и видит. Я вот сегодня хочу начать свой разговор с такого вопроса. А задумывались вы когда-нибудь, делали профилактику своего здоровья наши родители, наши дедушки, бабушки? Ведь давайте мы вспомним то время, те 70-е годы. Я вспоминаю себя, я в школу, когда ходила, мы бегали под дождем, босиком по лужам. И родители говорили, что это укрепляет наше здоровье. Воду мы пили из колодца и без страха пили. Ягоды собирали в лесу, сразу ели. Мы могли сорвать яблоко и вытереть его просто рукой и съесть. И даже не думали о том, опасно это или не опасно. Но все-таки я вспоминаю свое детство. Что-то мама мне такое давала, что потом наблюдала, как я ходила в туалет.
Но, к сожалению, сейчас у нее не спросишь, я не могу же об этом спросить. Вот, но, конечно, вы сейчас скажете, экология была другая. Да, экология была другая, мир изменился, конечно, и все эти методы уже не работают. Но вот это вот привитая, вот эту традицию, которую мне мама привела, я это оставила в своей семье. И поэтому, когда вот в сентябре месяце мы все большой своей семьей, она мне, вы уже слышали, очень большая, мы начинаем пить экстракт грейпфрутовых косточек. Что это такое? Это растительный антибиотик. Но так как растительный, он очень щадяще работает с нашей кишечной флорой. И он также работает на 800 где-то видов вирусов, огромное количество бактерий, паразитов. И добавляем еще артишок. Артишок у нас убирает 8 проблем желудочно-кишечного тракта. Это сильнейший гепатопротектор. И он также обладает свойствами глистогонными. И в паре это прекрасная антипаразитарная программа. А еще я вот вспомнила, как у меня родители поели рыбьим жиром. И очень такое неприятное воспоминание, конечно, об этом. Потому что кто пил в детстве рыбий жир, мое время тогда, это помнит этот вкус. Всегда чем-то мотивировали сладеньким, чтобы только эту столовую ложку выпить. И вот представляете, наши родители, не понимая еще того, как они наш организм тогда наполняли омегой-3. Вот сейчас омегу-3 мы пьем швейцарского качества. И сейчас, даже если и в капсулах, и если мы сейчас капсулу раскусим, то там вытекает приятный такой рыбный жир благородных рыбок. И вот я хочу передать слово Татьяне. Она очень подробно расскажет, как в нашей компании делать профилактику нашего здоровья, наших детей. Татьяна из города Липецка. Да, добрый вечер всем. Конечно, омега-3, она просто необходимая, наши дети любят ее очень, и причем грызут ее, называют рыбкой, и просят именно «дай рыбку». Не буду останавливаться на пользе омега-3, мы об этом много говорили. Будем говорить именно о профилактике вирусно-инфекционных заболеваний. В настоящее время, к сожалению, сейчас очень много болеют не только взрослых, но и детей. В школах классы закрываются на карантины, и мы сегодня будем разговаривать о том, как обезопасить себя, своих детей и своих близких. Как уберечься от проникновения в наш организм всевозможных вирусов, любой патогенной флоры. Вы знаете, вот как бы представляется мне такой момент из моей практики, из моей практики моей работы. Таких случаев на данный момент уже много, но вот впервые, я скажу сейчас, о чем я говорю, когда впервые это произошло, вот какое-то смятение, какое-то удивление было в моей душе. Заходит в офис молодая женщина, молодая мама, и, представляете, прямо вот от порога, я думаю, у вас у многих, вот те, кто работает с продукцией компании Vivasan, такие случаи были. Но и для меня вот впервые, когда было, это было просто удивительно, что-то такое. Она от порога низкий поклон, вот прям поклон делает и говорит: спасибо вам большое. Мой ребенок дышит, мой ребенок спит с закрытым ртом, не просыпается, не плачет, что у него пересохло слизистое во рту. Она накануне приходила, и мы с ней составляли вместе композицию из эфирных масел на базовом жирном, капли в нос. Лечилась она, конечно, какие-то что-то там предпринимала, какие-то попытки лечения, но вот оказалось, что именно вот эта смесь очень помогла ее ребенку.
вот эта сопричастность к чему-то такому удивительному, ну, это просто какое-то вот счастье, что мы вот знаем эту продукцию и уже жить без нее не можем. Что же это было? Вот именно вот эта смесь эфирных масел. Почему именно эфирные масла? Эфирные масла – это сама природа. Они настолько имеют низкий молекулярный вес, что очень запросто проникают сквозь слизистые, сквозь кожу в кровоток и работают по своему уму, именно там, где они видят проблему. И вот как раз для профилактики вирусно-инфекционных заболеваний вот такие смеси нам просто необходимы. Почему? Потому что воротами для вирусов являются слизистые носа, и промазывая слизистые носа смесями эфирных масел, мы предупреждаем проникновение вирусов на наши слизистые и сквозь слизистые и далее. Причем в этот момент мы не только защищаем свой организм, но еще и повышаем местный иммунитет слизистых. Это, в общем-то, очень важно и очень круто. Ну, сейчас я вам хочу... Да, Татьяна, а вы, может быть, и сказали бы эту смесь, которую промазывали тот ребенок там? Я сейчас вам покажу смесь. Вот видите, какой ребенок радостный. Хотелось бы, чтобы в любую погоду наши дети были такими радостными и здоровыми. Вот посмотрите. Вот эта смесь. Видно, да? Видно? Татьяна, видно? Да, да. Я люблю вот эту смесь, которую вот в последнее время я постоянно ее делаю. Сейчас важно, чтобы вот в вот этих композициях обязательно присутствовала пихта, либо дыхание среди лесов композиция. Почему? Потому что все хвойные – это бронхолегочные эфирные масла. И пихта, именно пихта и кедр, они защищают клетки легкого от поражения. Они сохраняют клетки легкого. И вот такое на 10 мл базового масла, вот такую композицию сделать, это именно для промазывания. Если вы хотите закапывать, то дозировку в 2 раза нужно уменьшить. Либо базового масла в 2 раза больше, то есть на 20 мл. Тогда можно по капельке закапывать в каждую ноздрю. Что лучше? Ну, кому что больше нравится. Лично я не люблю закапывать, я промазываю. А когда закапываешь, там орошается больше площадь слизистых, может быть, даже более эффективно. Но закапывание – это тоже как бы это здорово. Что можно еще сюда же? Масло 33 травы. Это готовая композиция, уже готовая. Аналогов просто нет. Эфирные масла 33 трав, 33 растений. Масло 33 травы, есть 45 способов использования этого масла. И если вам интересна эта схема, вы, пожалуйста, обратитесь с этим вопросом к тем, кто вас пригласил на нашу встречу, и вам, конечно же, дадут эту схему. Масло абсолютно беспроигрышное. Если вы даже никогда не имели дела с эфирными маслами, то, видя эффект и простоту использования этого масла, ну, вы просто влюбитесь в эфирные масла. Почему простота? Потому что это готовое масло. Можете делать массаж и лица, и стоп, и промазывать все. И либо бальзам альпийские травы. Вот, пожалуйста, можно бальзам альпийские травы, можно чередовать. Хорошо, когда чередуешь. То есть тогда в работу вступает множество масел,
и ни с какой стороны упущения не произойдет. То есть это очень даже важно. Я часто говорю про массаж стоп. Это очень простая процедура, но она очень действенная. Все рефлекторные точки находятся на стопах, и делая массаж стоп, вы, конечно же, воздействуете на работу всего организма, укрепляете иммунную систему, повышаете сопротивляемость организма. Причем массаж стоп – это еще ароматерапия взаимопонимания. Когда вы делаете каждый день массаж стоп ребенку, то вы увидите, как постепенно у вас улучшается доверие, вы становитесь большими друзьями, и это продолжается и даже в подростковом возрасте. Но здесь для чисто профилактической, если промазывание стоп, самая простая такая смесь, например, апельсин, лаванда, эвкалипт. Ну, посмотрите, апельсин, лаванда, эвкалипт. И сразу понятно, что эту смесь хорошо использовать перед сном. Апельсин, лаванда как антидепрессанты работают. Кроме того, что они тоже антисептиками являются, они еще и успокаивают. Эвкалипт наполняет кровеносное русло кислородом, работает с бронхолегочной системой. Кроме того, эвкалипт, ну, как и любое другое эфирное масло, очень широкий спектр действия имеет. Там и стрептококки, и стафилококки, и даже туберкулезная палочка, там много-много чего. Эвкалипт, лаванда, апельсин, они могут много чего. Вторая смесь чередовать можно: лимон, пихта, чайное дерево. И здесь уже более такое антисептическое, более противовирусная, антибактериальная, грибковая, противогрибковая смесь. И их можно чередовать. И, конечно, не забываем про аромадиффузор. Еще один метод защиты. Вот сегодня я никак не могу его обойти. Сейчас я вам покажу. Ой, как вы думаете, что это? Маски. Плохо это или хорошо, об этом мы говорить не будем. Мы поговорим о том, как сделать маску полезной, эффективной. Конечно, мы брызгаем на маску один пшик всего спрей «Мама Мия» и одеваем. Происходит испарение эфирных масел, защита от вирусов инфекций. Вот здесь она действительно идет защита от вирусов. Кроме того, это холодная ингаляция. Вы вдыхаете пары эфирных масел, они через слизистую мгновенно проникают в бронхолегочную систему. И исходя из состава этого спрея, там и лимон, и эвкалипт, и пихта, горная сосна, мята перечная. Ну, шикарный состав. И кровеносное русло мгновенно наполняется кислородом. Сосуды головного мозга наполняются кислородом, и вы чувствуете, как освобождаются от спазмов головной мозг, как вам легче дышать, как легкие раскрываются, и вы с удовольствием дышите даже в маске. Уникальный спрей, очень сильно бактерицидный, натуральные эфирные масла здесь. Татьяна, но мы сейчас говорим о наших продуктах, о компании Vivasan, да? Конечно. Да, это очень важное замечание о том, что эфирные масла на нашем рынке, к сожалению, очень много эфирных масел, которые нельзя отнести к лечебным, к целебным.
И поэтому вот то, что я сейчас говорю, я говорю о заводе Эликсан Ароматика, Швейцария, об этом заводе. Татьяна, и вот разница между эфирным маслом и бальзамом, да, в чем разница, может, в составе понятно, он может быть таким же, а просто вот разница в использовании. Ведь Да, масло – это жидкая форма, ну, да, это жидкая форма, это жидкая форма, а это, значит, форма бальзама, твердая форма. я Она слышала дольше. это название, так, ну, называл как Сильвио Фриголи, владелец компании Александра Ароматика, что это индийский вариант масла. Бальзам альпийских трав дольше держится на слизистых. Эфирные масла в жидком виде быстрее испаряются. Это дольше держится на слизистых. Но бальзам альпийских трав вообще-то не рекомендуют в чистом виде наносить на слизистые. Но, извините, мы делаем это. Ну, и, Очень даже здорово. Тань, ну это нельзя, это мы-то можем что угодно делать, когда мы знаем. Но вообще и ожоги были, если вот прям живьем это масло взять на ватку, я помню такое, на ватку приложили там к больному месту, и оно пролежало достаточно долго. И там реальный ожог был, а эфирного масла апельсина. У нас есть масла какие. Вот когда вы говорили на базовые масла, что вы имеете в виду? Что значит базовые масла? Да, здесь и вопрос был смеси с базовым маслом. Да, смеси с базовым маслом. Что такое базовое масло? Это жирное масло. То есть мы эфирное масло разводим в жирном масле. Эфирное масло – это эфир. Если вы флакончик оставите открытым, вы через какое-то время, ну, правда, долго, найдете его пустым. Останется, флакончик будет чистый, останется только запах. Базовое масло – оно, конечно, так не испарится, оно жирное масло. И эфирные масла настолько сильно работают, и их действительно нельзя на открытые раны, да и на кожу в чистом виде совершенно не надо наносить их, и на слизистые. Обязательно разведенные. Дозировки должны быть минимальные. Разведенное вы имеете в виду, допустим, то есть жирное масло – это растительное масло? Это растительное масло, не подсолнечное и не оливковое. А почему нельзя и подсолнечное оливковое использовать? Они засоряют поры. Просто плохо очищенное? Они, ну, может быть, плохо очищены, но они плохо проникают сквозь кожу. Вот возьмите масло, допустим, косточек виноградных, даже в пищевом магазине можно купить, и то оно будет лучше. Кунжутное масло можно. Или в нашей компании есть масло органы, функциональное масло органы. Мы на нем делаем смеси, очень хорошо впитываются, очень хорошо не оставляют блеска, жира, но мгновенно почти впитываются и работает очень здорово. И как носитель это очень хорошее масло, увлажняет, бережно относится и к слизистым, и к коже. Но это, еще раз... это производство Швейцарии? Это производство Швейцарии, да. И оно как раз вот это не просто растительное масло, а поэтому они называются базовыми, потому что они рекомендованы для вот таких вот целях, профилактическо-лечебных целях, для восстановления и кожных покровов просто. И вот как база, теперь понятно, да, как база для различных капель и прочего, правильно? Да, можно использовать и, опять-таки, швейцарские масла базовые авокадо и жожоба. Но это ценовая политика уже другая. И жожоба желательно использовать, конечно, по уходу за кожей, а не для состава смесей вот таких, потому что это жидкий воск, и как бы такая легкая пленочка, она хуже проникает в эфирные масла. Авокадо подойдет. Вот. Это то, что касается смеси. Еще раз повторю, дозировки должны быть по возрасту, и дозировки должны быть минимальные. И тем более, когда мы говорим о профилактике.
там, конечно, дозировки должны быть очень небольшие. Татьяна, ну вот если говорить о том, что вот сейчас, да, вот разделить прям четко профилактика и лечение. Вот что касается профилактики, что должно быть в доме и за какой, это первый вопрос, что именно должно быть в доме. И второй вопрос, на протяжении какого времени нужно использовать. Потому что, и у меня, конечно, будет вопрос к нашим зрителям. Хотелось бы узнать, каким образом они проводят профилактику, потому что, ну, малину мы запасаем, так же, как Таня начала разговор о родителях, да. Малина, варенье там или какие-то там мороженые, фрукты и ягоды. Лук у нас есть, чеснок у нас есть обычно, горчичники у нас там где-то рядышком припасены. Но, в общем-то, трав вот в таком вот настоящем, как раньше это было, да, о чем Таня говорила, там ромашку, календулу, чебрец собирали. Я просто знаю, что у моей хотела сказать, своей бабушки, нет, у моей бабушки этого не было. У моей подружки, вот бабушка, которая, конечно, она выходила и собирала эти травы мешками. Потом весь дом был засыпан этими травами, потому что надо было в тени там их, ну, в общем, долго. Если заменить эфирное масло на вот это огромное количество трав, да, это, ну, безусловно, это удобно, безусловно. И вот насколько я знаю, это еще и значительно чище. И вот разговор был об аллергиках, да, в прошлой передаче. И вот здесь как раз просто травы, насколько я знаю от врачей, они опасны, потому что там, не знаю, осадки, где-то, может, собрали их не там, где-то не в том месте. То есть там загрязнение. Насколько вот эфирные масла, которые для очень многих аллергических и детей, и взрослых, опасны или нет? Кучу вопросов задавал. Натуральные эфирные масла, если они действительно натуральные, терапевтического качества, они аллергию вовсе не вызывают. Аллергию вызывают аминокислоты, белок. Этого в эфирных маслах нет. Были такие случаи, когда, ну, индивидуальная непереносимость никто не отменял, скажем так, да, все остальное нет. Были случаи, когда появлялись какие-то высыпания, что-то еще там на коже. Это так называемый терапевтический эффект. Если мы занимаемся терапией, то мы должны понимать, что выделительная система выводит из нашего организма все токсины, все шлаки, и должны употреблять очень много воды. И если выделительные системы не справляются, то вот тогда выбрасывать все на кожу. Кожа – это самый большой выделительный орган. Но даже тех, у кого аллергия, ну, например, на цитрусовый, на апельсин, на лимон, то эфирное масло апельсина, лимона аллергию не вызывает. Потому То что есть там... Спасибо, Татьяна. В аптечке должно быть. В аптечке в обязательном порядке, вот на мой взгляд, должен быть бальзам альпийских травы. Татьяна показывает косточки, Тань. Да, Косточки, да, косточки должны обязательно тоже быть. Экстракты грейпфрутовых косточек – это и как профилактика, и как лечение. Об экстракте грейпфрутовых косточек мы побольше поговорим в понедельник, когда будем говорить о том, что делать, если мы все-таки заболели. Наверное, целый понедельник нужен будет для того, чтобы рассказать о том, о грейпфрутовых косточках. Эфирное масло чайного дерева – это, ну, аптечка в одном флаконе, можно так сказать. Очень сильное антисептическое масло, антибактериальное, даже онкопротектор, противовирусное, противогрибковое, тем более, что там целая композиция, еще манука и канука. Вот чайное дерево должно быть, эвкалипт должен быть, фенхель должен быть в обязательном порядке. А там уже, ну и сейчас в связи вот с этой нашей всякой вот этой обстановкой, скажем так, нестабильной в смысле вирусов, пихта, обязательно должна быть пихта. И спрей.
Про маски. Мы без масок сейчас уже от них никуда не денемся, поэтому спрей. И вы знаете, наряду со всеми другими продуктами, которые сейчас осенью, ну, просто разлетаются, скажем так, спрей один из самых продаваемых продуктов, потому что вы уже поняли, потому что для того, чтобы сделать маску действительно эффективной и не навредить себе, а сделать лучше. Вот это должно... И дальше я сейчас коснусь некоторых других продуктов, тоже, которые должны быть. Татьяна, скажите, пожалуйста, а где это все можно приобрести? В каждом городе в России и в более чем в 30 странах мира есть представительство компании Vivasan. Вы можете туда обратиться в своем городе. Вы можете связаться с тем, кто вас пригласил на этот эфир, и вам обязательно помогут, вас направят, вам все объяснят. Спасибо. Здесь вопрос, например, капли в нос, как сделать? Ну, один рецепт я вам уже показала для промазывания носа, и если для закапывания, то концентрация должна быть в 2 раза меньше. А дальше скажу единственное, что нужно подходить чисто индивидуально. Нет, как именно сделать конкретно? Как именно сделать? Как именно сделать? Мы наливаем в 10-миллиметровый флакон из-под эфирного масла, он чистый остается, наливаем базовое масло и туда капаем по очереди все эфирные масла. 40 минут стоит, не обязательно трясти, не обязательно. 40 минут стоит, то есть в это время происходит взаимодействие, как бы подружились, чтобы все составляющие этой композиции. И все, и можно использовать. А по составу рецептов очень много есть. И чисто индивидуальный подход здесь должен быть. Все зависит от того, какого возраста ребенок или взрослый, какие сопутствующие заболевания есть или нет. Все чисто индивидуально. Мы составляем смеси самые разные. Иногда, кажется, даже самые неожиданные, и которые очень здорово работают. Это правда. Дальше. Это вот все, что мы сейчас говорили, это касается внешней защиты. Но вы же понимаете, знаете, что каждый сезон осенне-зимний любые специалисты рекомендуют принимать минерально-витаминные комплексы. И вот здесь у нас выполняют эту функцию замечательный продукт «Бодрость на весь день». Не буду долго про него рассказывать, скажу только то, что уникальная технология производства, послойное напыление, позволяет не соприкасаться витаминам-антагонистам, то есть те, которые не дружат друг с другом. Они находятся в разных слоях этой таблетки. Позволяет технология, это вот такие таблеточки, усваивать организм этот продукт на 80-90%. Это вообще круто. Но этот продукт, конечно, для подростков и взрослых, кто может проглотить, а вот для маленьких... То есть это витамины, правильно? Это витамины от А до С, плюс микроэлементы, минералы, микроэлементы. То есть это целый комплекс, мультивитаминные таблетки, витамины, микро, макроэлементы. В одной таблетке это можно, если сравнить с аптекой, я не знаю, сколько это продуктов, 3-5 ли купленных отдельно, а это все в одной таблеточке. Вот именно за счет того, что уникальная технология производства. Какие масла можно использовать при конъюнктивите? На эмульсию календула выдавливаете эмульсию календула на ладошечку, капаете капельку эфирного масла чайного дерева и аккуратненько вокруг глаз вбиваете, аккуратненько вокруг глаз, стараясь не попадать
на слизистые глаза. Это будет помогать. И, естественно, в это время нужно, конечно, принимать экстракт грейпфрутовых косточек и какой-то мультивитаминный напиток. Сейчас мы об этом как раз поговорим. Вот я сказала, для взрослых это бодрость на весь день, шикарный продукт, но и для взрослых, и для детей есть другие продукты, которые можно использовать с первого дня рождения, с первого дня жизни ребенка. Такие мультивитаминные напитки производит швейцарский завод «Доктор Дюнер». Мы там были в 2015 году, и я там тоже была, и вот и Татьяна была, но Ольга Васильевна, конечно же. Вообще это очень интересно, когда на твоих глазах выходит на конвейере артишок, например, или там черника. Это так круто, и понимаешь свою сопричастность к этому, но это вообще что-то. Итак, вернемся к нашей теме. Мультивитаминные напитки. Почему я начинаю с черники? Прежде всего, потому что этот продукт можно совсем крошечным детям. Определенным образом, в определенной дозировке. И еще. Не так давно где-то мне в интернете попалась статья одного доктора, который рассуждал о ковиде. И оказалось, исследования показали, что ковид не поселяется в тот организм, в котором достаточно витамина D и цинка. Понимаете? Витамин D и цинка. А вот как раз в чернике суточная потребность витамина D. Причем, кроме витамина D, здесь громадное количество всяких витаминов и группы В, и А, и С. Я не буду подробно останавливаться на этом. Мы пока говорим именно о профилактике вирусно-инфекционных заболеваний. Это укрепление нервной системы, витамина группы В, это укрепление иммунной системы, сопротивляемости организма. Причем природное двухвалентное железо, окруженное витаминами, оно усваивается очень-очень здорово. Это тоже важно. То есть вот черника – это, пожалуйста, много чего, и в том числе витамина D. Вот такой состав уникальный. Где еще витамин D есть? Конечно, в бодрости на весь день он тоже витамин D есть. Но если говорить о детях, то возьмем, допустим, к примеру, красную ягоду, там тоже есть витамин D, но в меньшем количестве, чем в чернике. Зато здесь много других преимуществ. К примеру, клюква, она произрастает на болотах, то есть вот эти суровые жизненные условия ей позволяют, скажем так, в кавычках, закалиться, и даже в таких суровых условиях она способна цвести, завязать плоды, и нам отдает вот эту всю силу, всю энергию, которую она накопила в процессе роста. И за счет того, что там очень много витаминов всевозможных в этой ягоде. К тому же сок маракуйи, богатый кальцием и магнием, арония, там много всего, много всяких витаминов, микро-макроэлементов в красной ягоде. Единственное, что я еще на чем хочу прям чуть-чуть остановиться, на таком компоненте, как лютеин. Это, самый крутой витамин для зрения. А мы говорим о профилактике, и сюда же можно профилактику и зрение. Наши дети где сейчас сидят? В телефонах, в гаджетах всевозможных, в компьютерах. И, конечно, зрение садится, и глаза устают. Вот лютеин – это необыкновенный компонент, который сохраняет и улучшает зрение. А у взрослых предупреждает катаракту и глаукому. Круто, да? Далее, можжевеловый экстракт, широкий спектр действий. Каждый продукт, как паучок, работает сразу на много систем, на много проблем. Но я говорю только о сегодняшней теме. Повышает иммунитет, бронхолегочное
бронхолегочный продукт, его у нас называют и нектаром, и медом. Очень вкусный, необыкновенный продукт. У меня внучка карабкалась еще маленькая, доставала его откуда-то с полки и прям в рот выдавливала. Это было что-то. Любят дети этот продукт, очень вкусный. И бронхолегочная система. Особенно для тех, кто часто болеет ангинами, бронхитами, ну и так далее. То есть страдает в верхнем дыхательном пути. Ну, о можжевельнике вообще легенды ходят, потому что где-то, помните, ну, в книгах по ароматерапии в том числе, я читала, что в древние времена, когда была чума и вот всякие страшные эпидемии, то больного, например, чумного там больного, укладывали в кусты можжевельника на несколько, там, на сутки, двое, и через несколько суток он выздоравливал вот от этого аромата, от этого всего, да? Ну да, и все санатории это бронхолегочные, где у нас? В сосновых лесах, то есть Да, хвойники, все да. хвойники. Дальше, помните, я вам говорила витамин D и цинк? А вот в этом изумительном напитке есть цинк. Без цинка иммунная система, ну, очень сильно страдает. И кроме того, что здесь, ну, просто, ну, бомбический состав, можно так сказать. Здесь чего только нет в этом напитке. Все работает именно на укрепление иммунной системы и сопротивляемости организма, в том числе и цинк. Это очень и очень важно. Причем иммунфит лучше всего использовать именно как профилактику и при реабилитации. То есть, когда болезнь уже пошла на нет сходить. Вот здесь работает изумительно. А во время болезни мы потом поговорим в понедельник, что лучше. Яна, скажите, вот когда мы видим такое большое количество разных ингредиентов, не опасно ли это? Потому что мы очень часто читаем в интернете, да и вообще везде в книжках, что перебор витаминов также, а может быть и более вреден, чем недобор. Дело в том, что вот эти все напитки созданы докторами швейцарскими, умнейшими. Здесь используются не настойки, а экстракты растений, а это более концентрированное, да, но настолько все сбалансировано, что передозировки точно не будет. Я вам скажу так, например, зная свойства эфирных масел, зная свойства вот этих мультивитаминных напитков, здесь можно регулировать просто самостоятельно, браться вот и что-то употреблять, а тем более, если вовнутрь про эфирные масла, например, если вы принимаете антибиотики и выпили, к примеру, эфирное масло базилика, то действие антибиотика увеличивается в 10 раз. Вот тут будет передоз. А здесь нет. Здесь очень грамотно, очень умно все скомпоновано. И дозировки по возрасту такие, что передоза не будет. Да, если вы возьмете, это очень вкусный напиток, ну, выпили столовые ложки, елки-палки, как вкусно, еще хочу. Да стаканчик. Ну, тогда да. Тань, а если вот то, что ты говоришь о базилике, вот я помню, что когда только привезли его, это было не передозировка, а базилик, сам базилик, усиливает действие антибиотика, потому что организм выводит очень много, а базилик, он в этом как бы более направленно направляет антибиотик к цели. Но он Разве направляет и увеличивает его воздействие. Тут очень все равно аккуратно надо быть. Тут, если вы принимаете, допустим, антибиотики, здесь уже нужно подходить по-другому. Уже там... А может базилик, например, вот я часто, у меня вообще стоит базилик, всегда красная ягода, ну, стоит тут много всего, но когда вдруг что-то такое, вот ты чувствуешь, что какая-то простуда или что-то, только начинается что-то, первое – это базилик и красная ягода. Причем вот день, если я даже пью, все, утром может уже ничего не остаться. Вопрос вот в чем. Может ли базилик заменить, например, антибиотики? И если может, то в каком
случае? Я скажу так, что если вам назначил доктор антибиотик, я не имею права его отменить и рекомендовать заменить. Если что касается себя, я вместо антибиотика не буду пить базилик. Я выпью в хорошей дозировке экстракта грейпфрутовых косточек или не один базилик, а 4 масла сразу. Чайное дерево, лимон, эвкалипт, базилик. Но это, нужно к этому подходить чисто индивидуально, и такие вещи я зря, наверное, говорю на широкую публику, потому что если люди, которые не знают работы эфирных масел и не знают, как правильно определить качество эфирного масла, не дай бог, аптечные 4 масла эти выпьют. Вот, поэтому я как бы на эту тему даже не хочу, не буду говорить. Да, я согласна, это правда. Вопрос задали. А сколько дней можно пить базилик? Давайте это чисто индивидуально. Не буду на широкую публику это говорить. Это Ну, вообще, чисто ну, индивидуально. потому что задали вопрос, ну не больше 7 дней. 5-6. Ну Так, да, вопрос такой, который, в общем-то, надо обсуждать индивидуально. да. То есть такое расхожее мнение, да, не больше вот какого-то периода времени. Теперь еще прям немножко хочу остановиться еще на одном моменте, который снижает сопротивляемость организма. По этой теме будет отдельный эфир, но я только прикоснусь к этому. Стресс. Касается ли это наших детей? Конечно, касается. Почему я об этом сейчас все-таки прикоснусь к этой теме, хотя об этом будем говорить позже? Потому что дети-то тоже страдают от этого. Если мама очень сильно боится за здоровье ребенка, то он будет болеть часто. Парадоксально, да, но это так. Если мама нервничает, то ребенок тоже будет нервничать. Маме релакс, релаксину – это фитопродукты, которые психоэмоциональное состояние наладят у мамы. И подключаем опять-таки ароматерапию. Если это совсем маленькие дети, аромадиффузор, либо капнули на салфетку или на ватный диск и в изголовье, если это совсем маленькие дети, на 20-30 минут, не более, убираем ватный диск этот. Что можно таким маленьким детям? Апельсин, нерали, роза, лаванда. Все. Поэтому как бы вот психоэмоциональное состояние, эфирные масла здесь работают просто уникально. Еще хочу сказать такой момент, но опять это из личной жизни, пример из личной жизни. По рекомендации Александры Кожевниковой мы своей девочке, когда ей было 3 года, капали под язык эфирное масло ладана. Она пошла в садик, у нее стресс очень сильный был, она не могла оторваться от мамы. До 2 лет мама ее кормила грудью, и тут такой разрыв. Ну, в общем, ей было очень сложно. И вот мы ей капали под язык 1 каплю эфирного масла ладана. И однажды ночью она просыпается, плачет навзрыд. Что ей приснилось, не знаю. Плачет навзрыд и кричит: «Капните мне травку». Какую тебе травку, Дарина, какую тебе травку? Травку, масла 33 травы нет. Подносим ее к шкафчику, где эфирные масла, открываем, она наладана, там веточка такая, вот она травка, понимаете? Капнули ей 1 капельку травки этой, и все, ребенок уснул. Вот так работают эфирные масла. Представляете? Опять это чисто индивидуально. Ну, как-то так получилось. Я совершенно не хотела об этом рассказывать, но как-то так получилось. Как можно быстро успокоить ребенка? Какое масло лучше? Ну, Ольга, я, по-моему, ответила уже на этот вопрос. Какое лучше?
Ну, самое-самое такое детское масло, это, конечно, масло апельсина. Его можно им и дышать, и как духи использовать. Можно капельку развести в базовом масле и использовать как духи. Ребенок с удовольствием это делает и вдыхает этот аромат. И очень хорошо работает роза. Да, это дорого, но это того стоит. Роза работает просто необыкновенно. Ладан работает просто необыкновенно. Опять все чисто индивидуально. Кому что больше нравится. Дайте понюхать ребенку вот все эти эфирные масла, о которых я сказала, и он сам выберет. Конечно, он выберет сам. Порекомендуйте, пожалуйста, вот если мы говорить о мультивитаминных напитках, о жидких формах, в какой последовательности вот для детей вот сейчас сезон осень, зима, вы порекомендуете пить вот эти напитки? Последовательность. Если говорить именно о профилактике, то мы смотрим ребенку, что лучше, кроме профилактики вирусно-инфекционных заболеваний, что для ребенка первичнее. Ну, например, если ребенок родился с гипоксией, к примеру, ну да, сейчас у него все нормально, он подрос, но тем не менее это было, то лучше черника. Почему? Потому что гипоксия – это внутричерепное давление. Черника снижает внутричерепное давление, нормализует мозговое кровообращение, и ребенку становится лучше. Были у нас такие случаи, когда ребенок плачет по всем ночам. Это действительно так. И когда начала я разговаривать с мамой, она говорит, да нет, да, у него была гипоксия, но сейчас все это сняли диагноз, у него все хорошо, у него все нормально. Я говорю, ну давайте пробовать, ну раз не помогает ничего. Она начала давать чернику ему. Ребенок через неделю перестал плакать и спать по ночам. Понимаете? И здесь, то есть, идет, как бы захватываете несколько проблем сразу. И здесь и витамин D, и для кровеносной системы, и для спокойного сна. И очень хорошо еще работает черника с поджелудочной железой. Тут много. Пропил ребенок чернику, 2 недели сделали перерыв. Давайте следующий. Зима не кончилась, вирусы не закончились. Дали иммунной системе поработать самостоятельно. Дайте следом красную ягоду, к примеру. То есть чередовать ступенчато. Если ребенок болеет, это другой разговор. А вот для профилактики обязательно делайте перерыв 2 недели и дальше продолжайте. И так всю зиму до весны чередовать. И, конечно же, там всякие промазки и все такое. И вот если вы хотя бы одну зиму потратите свои деньги именно вот на эти мультивитаминные сиропы для ребенка, вы посмотрите, что следующей зимой ребенок, даже если будет болеть, он будет совершенно по-другому болеть. И вообще, если вы профилактировали своего ребенка, даже если он заболеет, иммунный ответ организма будет адекватный, и он легче все это перенесет. Но это совсем другая история, это уже в понедельник. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы есть еще? Ну вот еще бы хотелось такой вопрос. Вот если ребенок пошел в школу, бальзам он себя там не намажет, носик, что бы тогда порекомендовали? Ну, во-первых, для того, чтобы он утром хорошо проснулся, я бы порекомендовала включать аромадиффузор с эфирным маслом лимона и розмарина. И эту же композицию ему капнуть в пенал или на платок. Пенал ребенок достает каждый урок. Он достал пенал и, пожалуйста, вдохнул эфирные масла. Вот оно вам идет активизация мыслительного процесса. А уж если перед контрольной, перед экзаменами, тем более. Розмарин тут совершенно необходим. Как говорят про розмарин, вспомнишь то, чего даже не знал. Вот как бы так. А вечером перед сном в аромалампу, чтобы ребенок хорошо отдохнул, за ночь вы включаете, к примеру, апельсин, эвкалипт, ладан. Отличная комбинация. Работает просто замечательно. Будете сами спать. Рекомендую наливать воды немного,
чтобы не вставать, не выключать, вы все уснули, и через какое-то время раз, и аромадиффузор отключился. Я Еще в вопросы? понедельник вам поделюсь с вами одним советом от президента нашей компании Томаса Гетфрида вот при ковиде и Сильвио Фриголи. То есть, ну, в общем, в понедельник ждите интересную информацию оттуда. Ну что, дорогие друзья, конечно, если у вас еще есть вопросы, было бы здорово вас послушать, но я хочу вам напомнить, что, конечно, сейчас отнестись надо, мы всегда относимся серьезно к здоровью своих близких и особенно детей, но сейчас особенно такое время страшное, скажем так. И нужно очень серьезно к этому подойти. Надо сказать, что люди, которые пользуются натуральным продуктом, растительным продуктом, они знают уже точно, конкретно, что им нужно. А иногда, кто у нас давно не был, приходят и просто смотрят по полкам. Вот я сегодня наблюдала такую картину, как одна девочка подошла, она смотрит и говорит, дайте что-нибудь. И когда начинаешь разговаривать о том, что ну вот витамины какие-то, что-то такое защитное. И вы знаете что? Я поняла, что ее начинать надо с релаксины. Потому что вот эта паника, этот испуг ее успокоит. То, о чем сейчас Татьяна так здорово сказала. Если мама волнуется, беспокоится о здоровье, то ребенок начинает тоже болеть. А вы знаете, что я сейчас просто коротенько так, сейчас просто со мной мама, которой 94 года, и в этом возрасте уже они как дети становится. И думаю, да что ж такое, почему она сегодня такая взбудораженная, беспокойная, но вот со вчерашнего еще вечера. Сначала не поняла, и потом сижу и думаю, все, поняла. Это я была в таком состоянии со вчерашнего дня, там, то есть сутки я более в таком возбужденном состоянии. И вот дети и старики, они как зеркало отражают вот то, что чувствует самый близкий человек, который с ними рядом. А это, конечно, для ребенка мама. И, Танечка, спасибо большое за такую информацию великолепную, потому что я знаю, что у тебя информации было на 1,5 часа, ты ее сокращала как могла, но мы тут вопросами тебя чуток удлинили. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам это было полезно, и надеюсь, что вопросы у вас есть. И хотите, задавайте здесь, Татьяна с удовольствием ответит на эти вопросы. Но у каждого из вас есть свой человек, который вас пригласил, и поверьте, что все эти же рецепты, эти же, конечно, у Татьяны их больше, но мы можем у Татьяны еще спросить, если чего-то не знаем сами. А так, вперед, обращайтесь, приходите и не тяните. Это очень сейчас серьезно. Спасибо всем большое. До свидания. Оставайтесь здоровыми. Будьте счастливы. До свидания. До свидания.